Всем привет! Друзья мои, прежде всего хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы ваши желания обязательно исполнились. А теперь поехали! Сегодня у меня видео в рубрике о косметике. Это случается очень-очень сильно нечасто, и да, вот сегодня такой случай. Прежде всего начнем разговор с Солгара. Бадик, кожа, ногти, волосы. И в основном речь будет идти о волосах. Я уже не помню, когда первый раз выложила видео, в котором рассказала подробно, почему решила его принимать и какой результат. Чтобы не повторяться слишком сильно, скажу, что результат мне очень-очень сильно понравился. И я возвращаюсь к нему уже не первый раз, не буду считать какой, но не первый. Курс этого бадика, курс приема 3-4 месяца по 2 штучки в день после еды. И что я скажу? Многие из вас писали, что да, довольны результатом, помогло, волосы стали меньше выпадать, волосы начали расти, и вы очень и очень довольны. Я рада, друзья мои. Рада, что смогла подсказать и что вы теперь больше улыбаетесь. Некоторые пишут, что ничего, ну, если перевести на культурный язык, ничего, смысла никакого, толка никакого, результат ноль. Я только намекну, что причин выпадения волос, к сожалению, далеко не одна. Поэтому, как минимум, напомню, что это возможно нарушение работы эндокринной системы и так далее, и так далее. В этом случае, конечно, бадик просто не справится, как бы ни хотел. В данном случае обращайтесь, конечно же, к врачу, которому вы знаете, доверяете, никакого телевизора, никакого интернета. Врач назначает вам лечение и наблюдает, как у вас дела. Если же ничего серьезного, то этот бадик вам, скорее всего, поможет. Очень много вопросов, но они повторяются. Об одном и том же спрашивают многие люди, в принципе, это объяснимо. Самый частый вопрос, я бы сказала, вопрос номер один, подходит ли этот препарат для мужчин? Вы знаете, я так как-то не пойму сегодня, что с фокусировкой. Давайте попробуем вот так. Я много раз крутила его справа налево, слева направо, как сами баночки, это уже далеко не первое, так и смотрела информацию в интернете, нигде не нашла упоминания о том, что это только для женщин. Поэтому и в комментариях отвечала, и сейчас повторю, что, пожалуйста, пробуйте. Почему нет? Посмотрите на состав, здесь нет ничего плохого, витамин С, цинк, все нормально. Немногие, но все же писали. В основном у нас пишут, если что-то плохо, а если что-то хорошо, чаще всего довольны и тихонечко ничего не пишут. Так вот, писали, что да, результат есть, по крайней мере, волосы начинают выпадать меньше, а потом, да, начинается и рост волос. Некоторые писали, что баночку выпил, кожа улучшилась, а вот что касается волос, еще не заметил результат. Но баночка это 2 месяца, а курс, повторюсь, 3-4. Поэтому не спешите и, скорее всего, результат будет и будет положительный. Так, дальше вопрос. Периодически встречается вопрос о том, что, наверное, что-то не так в самих, пусть будет таблетках, вкрапления, то есть они неоднородные, наверное, что-то, это не настоящее, это подделка. Нет, друзья мои, все нормально. Сам бадик выглядит вот так, и это все нормально. Точечки это порядок. Дальше. Дальше вопрос, который меня беспокоит, но он иногда звучит. Можно ли давать этот препарат детям? Ну, почему меня беспокоит? Во-первых, потому что речь идет о детях, а во-вторых, вы спрашиваете у блогера, скорее всего, не только у меня. Когда возникают какие-то вопросы, лично я обращаюсь
за информацией на официальные сайты, к официальным представителям и ищу информацию там. Ответы на свои вопросы ищу там, а не у кого-то в интернете. Ну, хорошо, отвечу, потому что прочитала именно на сайте официальных представителей такие же вопросы. Дальше. Дальше вопросы, как бы вам сказать, о применении. Не о том, как принимать, а именно о применении. Резюмирую и скажу так. Принимаю этот БАД согласно инструкции. Написано принимать внутрь после еды по 2 штучки в день. Поэтому никакими экспериментами я не занимаюсь. Это не народные средства. Не знаю, почему люди так любят экспериментировать. Если написано сделать так, они все равно начинают подходить с другой стороны. Поэтому я ничего не раздавливаю, ничего никуда не втираю и так далее и тому подобное. Дальше даже перечислять не буду, что вы мне писали. Вот что написано в инструкции, то я и делаю. А теперь о декоративке. Были о декоративной косметике. Так, то, что я купила, то, что мне понравилось. Купила вот такую малышку. Это travel-версия. И вот этот бибик мне очень и очень понравился, хотя в интернете отзывы совсем-совсем нехорошие. Удивилась и начала читать, что же людям не нравится. Когда прочитала, поняла, поняла и не удивилась уже. Прежде всего от тональных кремов, даже если это BB-крем, все-таки люди ждут того, что будет что-то маскировать, что-то скрывать. Так вот, если вам нужно что-то скрывать, это не ваш вариант. Просто он подойдет другим людям. Покрытие дает тончайшую вуаль на лице, освежает цвет лица, и вы будете выглядеть просто замечательно. Но если же, еще раз повторюсь, если же вам нужно что-то скрывать, что-то ретушировать, что-то замазывать, скажу так уже, то нет, он вам не подойдет, не справится. Дальше еще писали недовольны тем, что он не увлажняет. Вот здесь написано, что так, видно, гидро, увлажнение. И девочки пишут, умыла лицо. Многие любят умываться до скрипа, но это я сейчас не комментирую. И нанесла крем, ничего он не увлажняет. Друзья мои, тональная, нет, скажу так, декоративная косметика никогда не сравнится с уходовой косметикой. Поэтому, если на декоративной написано, что она увлажняющая, то это значит, что, слава богу, она не будет вас сушить. По крайней мере, не должна. Как наносить? Сначала наносите уходовую косметику, то есть наносится увлажняющий крем. Ну, если это, конечно, не такая холодная зима, как сейчас, и за окном не минус. Наносите увлажняющий, а после этого наносится декоративная косметика и увлажняет себе потихоньку по мере своих сил. Тогда да, тогда очень и очень хорошо. И еще из того, что читала, но тут я вообще не поняла, не знаю даже как комментировать, при нанесении полосит. Не знаю, попробуйте наносить тоньше. Не знаю, как комментировать, ничего, у меня не полосит. Если бы этот малыш попался мне в полноразмерной версии, обязательно бы купила, но его не было, поэтому я взяла вот этот бибик
по покрытию он плотнее, то есть если вам нужно что-то скрыть, он вам уже подойдет. В крайнем случае именно на это место можете наслоить. Стараюсь наносить максимально тонко. Что могу сказать? То, что для меня немножечко минус, для всех остальных будет плюс. И я бы хотела, мой минус, чтобы он тоньше, чтобы покрытие было тоньше. Но это ни в коем случае не умаляет его достоинств. Наносится равномерно. Ну, нет, сам по себе BB-крем хороший, мне понравился. Единственное, ну, был бы чуть-чуть тоньше, цены бы ему не было. Нет, цена есть, но вы поняли, что я имею в виду. Так, я вам обещала в каких-то из давних видео попробовать вот этот тональный. Не получилось у меня. Почему? Потому что, ну да, вроде бы все хорошо. Нет, я пробовала, я честно пробовала дома, но ну, слишком уж он для меня темный, просто невозможно. Если спросите, зачем покупала, я его не покупала. Мне его дали в подарок, не помню уже, что-то покупала и получила в подарок. Не смогла наносить. Очень-очень-очень темный. Так, вот еще два пробничка. Вот этот не смогла попробовать, хоть очень хотела. Я сейчас стараюсь не загорать, но, по-моему, даже когда загорала, вот настолько темной я не была. Не знаю, как сейчас передает телефон, но... Ой, нет, посмотрела на себя, пошла умылась. Не выдержала. Если вы Белоснежка, нет, не подойдет. Вот этот вариант, ну, как сказать, смогла использовать, но именно этот не куплю в плане оттенка. Понравилось нанесение, кстати, не самое легкое. Вот этот оттенок темный, ну, если вы смугленькая, да, будет замечательно. Но для меня темный, обидно. Сам по себе крем хороший, но темный. Нет. Так, что еще из этой серии? Из этой серии купила пудру. Что это такое? Так, как же ее показать? Вот так видно. Купила пудру от Becca. Нет, я не ставила себе задачу купить именно Becca. Хотя Becca есть Becca. Пудра хорошая, мне нравится. Если вас беспокоит оттенок, вы с ней не знакомы, здесь она кажется, в зависимости от освещения, то персиковой, то бежевой, то еще какой. Но на самом деле при нанесении она абсолютно прозрачная, поэтому да, можете по этому поводу не переживать. И еще, насколько я заметила, имеется... Ой, себум-контроль. То есть, если вас интересует особенно Т-зона, то да, это имеет место быть. Есть такой эффект. Ну, я думала, меня это уже не будет волновать, но в определенном возрасте кожа опять начинает сходить с ума и, и снова становится актуальным. А так, мне нравится покрытие сатиновое. Когда вам 20 лет, матовое покрытие это хорошо, а когда вам 20 плюс, это уже полный мат. Так, что дальше? Дальше я вам когда-то показывала вот эти пробнички, travel-версия, тоже мне их дарили. И результат очень понравился. Помню, говорила вам, что не понравился запах, но потом к нему привыкла. А результат очень понравился и обещала купить. Пока что купила только крем, серум еще не купила, но крем, повторюсь. И тогда говорила, сейчас результат мне нравится. Так, вот такой увлажняющий крем. Если у вас, если вы склонны к каким-то там раздражениям, если вам что-то часто не подходит, то этот крем, скорее всего, подойдет. Потому как практически ни у кого на него никаких негативных реакций нет. Так, что-то, по-моему, да, вот еще, что это такое. Когда-то совсем-совсем давно на канале выходило несколько видео об уходе за руками, особенно в зимнее время. Я показывала, что мне нравится парафин, горячий парафин. Но так как у горячего парафина много противопоказаний, то были вопросы о том, а можно ли его чем-то заменить. Потому что результат действительно хороший, а мало того, что противопоказания есть, так к нему еще его нужно где-то разогревать и так далее. Пожалуйста, в противовес горячему парафину есть холодный парафин, и, по-моему, у него противопоказаний нет.
Не обязательно брать именно это никакая не реклама, просто пришла в магазин и был только этот вариант. Так, по-моему, все. А вот эта малышка тоже показывала вам пробничек, говорила, что очень понравился этот увлажняющий крем. Ну, немножечко кусается так по цене, поэтому сейчас это не пробник, но и не полноразмерный. Это travel версия. Вот такая манюня, мне нравится. Дальше. О, уже столько времени нет. Дальше подробнее распространяться не буду. Самое главное, ответила на вопросы о бадике. Да, по-моему, в этом дубле я еще ничего не сказала. Что это такое? Это несмываемый кондиционер для волос. В прошлом видео, кажется, это было начало лета. Я его убрала из открытого доступа. Ну ладно. Там я задавала вам вопросы по поводу масла для волос одного конкретного. Никто мне ничего не сказал. Но я рассказывала, что мне оно не понравилось. Вот это масло. И после Лакме, на всякий случай скажу, что это Испания, снова постараюсь вернуться к своему любимому Ревлону. Вот вставлю, вставлю фотографию из предыдущего дубля, потому что было видно, что это двухфазный кондиционер. Сейчас я его перемешала, и он еще не успел восстановиться. Хороший кондиционер, но, как вам сказать, все зависит от того, что вы ждете от уходового средства и какой эффект нравится на своих собственных волосах. Так вот, эффект от применения Ревлона мне на моих собственных волосах нравится больше. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения и, конечно же, еще раз поздравляю с Новым годом и желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!